Все уверены, что Рим покорил мир Гладиусом, коротким, смертоносным мечом, который якобы стал символом непобедимой империи. Но что, если главный секрет римских побед вообще не в мече? Что, если Гладиус – это всего лишь следствие куда более опасной идеи? И если убрать один элемент из этой системы, легендарный клинок мгновенно теряет свое преимущество. После катастрофы при Каннах Рим оказался на грани. Десятки тысяч погибших, уничтоженная армия, унижение, которое могло стать концом истории. Но вместо паники произошло нечто куда более страшное для их врагов. Рим изменил правила боя. Ни форму клинка, ни металл. Он научился контролировать дистанцию. И именно в этом скрыт настоящий механизм римских побед. Почему короткий меч работал только внутри определенных условий? Почему в одиночном поединке он часто уступал более длинному оружию? И что произошло, когда эти условия исчезли? В конце вы поймете, почему Рим отказался от своего символа и почему это решение было важнее любого клинка. Рим не покорил мир мечом, он покорил его после поражения. В августе 216 года до нашей эры на равнине у Кан римская армия столкнулась с Ганнибалом. 80 тысяч человек, уверенных в численном превосходстве, выстроились плотной массой. К вечеру строй был окружен и уничтожен. Это стало одним из самых тяжелых ударов в истории Рима. Проблема была не в храбрости и не в количестве. Римляне действовали по привычной схеме, упираясь в плотный фронт и рассчитывая задавить противника массой. Но Ганнибал позволил им сжаться, а затем сомкнул кольцо. Внутри тесного пространства их сила превратилась в слабость. После Кан Рим не развалился. Он сделал то, что позже станет его главной особенностью. Начал разбирать собственное поражение, как инженер разбирает сломанный механизм. Сенаторы не искали виновных. Военные командиры искали причину. И постепенно стало ясно, что вопрос не в том, насколько длинен клинок или насколько мощен удар. Вопрос в контроле пространства. В том, кто управляет дистанцией, кто навязывает условия боя, кто заставляет противника драться там, где ему неудобно. И именно после Кан Рим начал переосмысливать сам принцип столкновения двух армий. Не силу, не ярость, а расстояние. То невидимое поле между щитами, где решается исход любой схватки. Чтобы изменить это поле, нужно было изменить нечто гораздо большее, чем оружие. Нужно было изменить сам способ держать линию. Римляне поняли, поражение при Каннах началось не в момент окружения. Оно началось раньше. В том, как они позволили противнику управлять дистанцией. Поле боя – это всегда борьба за пространство. Если ты стоишь слишком далеко, ты не достаешь. Если слишком близко, теряешь маневр. Ганнибал заставил римлян сжаться в плотную массу, где они перестали контролировать движение. Им навязали дистанцию. И ответ Рима был неожиданным. Они не стали искать более длинное оружие и не сделали ставку на дуэльную ловкость. Они сделали ставку на то, чтобы всегда самим сокращать расстояние, но на своих условиях. Ключом стал щит. Не просто защита, а инструмент давления. Большой, изогнутый, с центральным умбоном. Он закрывал бойца от колена до подбородка. Его держали не на вытянутой руке,
а плотно прижатым к телу, превращая в подвижную стену. Такой щит нельзя было долго держать на дистанции, он требовал сближения. Он буквально вынуждал легионера идти вперед, шаг за шагом, упираясь кромкой в противника. Пространство сжималось, но теперь это было контролируемое сжатие. И именно здесь Рим изменил правила. Он перестал ждать атаки и начал навязывать контакт. Щит стал не только защитой, но и рычагом. Он толкал, смещал, давил, ломал строй. А значит, все, что происходило за его краем, должно было работать в пределах короткого, точного движения. В этот момент вопрос о длине клинка перестал быть абстрактным. Он стал логичным продолжением новой тактики. Когда пространство сжимается до шага, длинный замах становится роскошью. В плотной линии, где плечо касается плеча, любое широкое движение рискует задеть соседа. Римляне это поняли быстро и без иллюзий. Гладиус не появился как символ, он стал ответом на новую геометрию боя. Клинок длиной около полуметра позволял действовать внутри узкого коридора между щитами. Не размахиваться, а выбрасывать руку вперед коротким точным толчком. Щит создавал укрытие, из-за его края клинок выходил почти незаметно. Движение было минимальным, но достаточным, чтобы решить исход столкновения. Не нужно было красивых дуг, нужна была скорость и контроль. Баланс, смещенный к рукояти, давал ощущение управляемости. Легионер не рубил воздух, он работал в пределах нескольких десятков сантиметров. Вся система строилась на том, чтобы действие длилось доли секунды и сразу возвращалось под защиту. Так Гладиус стал не самостоятельной звездой поля боя, а частью механизма. Щит сжимал дистанцию, а меч завершал движение. И вместе они превращали линию легиона в последовательность коротких, повторяющихся импульсов. Но если инструмент работает идеально в заданных условиях, возникает другой вопрос. Что происходит, когда условия меняются? Если вынести Гладиус из строя и оставить бойца 1 на 1 с противником, картина меняется. Без большого щита его преимущество в компактности исчезает. Короткий клинок начинает уступать в досягаемости более длинному оружию. В поединке, где нет давления линии и нет плотного прикрытия, дистанция снова становится свободной. Тот, у кого больше длина, может работать из безопасного предела. И здесь Гладиус уже не выглядит абсолютным решением. Это важный момент. Сила римского меча не в том, что он лучше других по своей природе. Его сила в контексте. В системе, где щит и строй сокращают пространство до минимума, его параметры становятся оптимальными. Римляне не искали универсальный клинок. Они искали соответствие между задачей и инструментом. И в определенный период истории это соответствие оказалось идеальным. Но система, которая работает безупречно в одном типе столкновений, может оказаться уязвимой в другом. И как только границы империи начинали расширяться, характер угроз стал меняться. По мере того, как Рим продвигался все дальше от Италии, привычная картина боя начала распадаться. На севере регионы сталкивались с племенами, которые не стремились вдавиться в плотный фронт. Они избегали прямого давления, атаковали волнами, отходили и возвращались снова. В таких условиях контролируемое сжатие дистанции становилось труднее навязать. Появилась мобильность. Конница действовала быстрее, чем тяжелый строй успевал перестроиться. Удары наносились не в центр линии, а по флангам, по колоннам на марше, по разрозненным отрядам.
Щитовая система, рассчитанная на фронтальное столкновение, теряла свою главную опору – предсказуемость. Менялось и оружие противника. Более длинные клинки позволяли держать дистанцию и не входить в зону короткого толчка. Римский легионер, привыкший работать в пределах полуметра, оказывался перед противником, который мог достать его раньше. Теперь он вынужден был сокращать расстояние под угрозой удара. Особенно опасными были столкновения на неровной поверхности. Лес, холмы, заболоченные участки разрывали строй. Там, где линия теряла целостность, исчезала и главная сила системы. Гладиус, рассчитанный на тесное взаимодействие с соседями, оказывался менее удобным в разрозненном бою. Рим не проиграл сразу, машина еще работала. Дисциплина, подготовка и организация позволяли компенсировать многие слабости, но трещины стали заметны. Оружие, идеально подходившее для давления вперед под прикрытием большого щита, все чаще оказывалось в условиях, где это прикрытие нельзя было гарантировать. Империя разрослась настолько, что единый стиль боя перестал соответствовать всем театрам войны. И тогда перед Римом снова встал тот же вопрос, что и после Кан. Не кто сильнее, а кто быстрее адаптируется. Адаптация началась не с лозунгов и не с громких реформ. Она началась с практики. На границах империи все чаще действовали не массивные линии, а более подвижные подразделения. Им приходилось реагировать на внезапные нападения, сопровождать колонны, патрулировать обширные территории. В таких условиях требовалось больше свободы движения. Щит по-прежнему оставался важным элементом, но бой все чаще разворачивался вне идеально сомкнутой стены. Легионеру нужно было доставать дальше, действовать гибче, отвечать на угрозы с разных направлений. Постепенно в строю все чаще появлялся более длинный клинок – спата. Сначала она была характерна для конницы, где дополнительная длина давала очевидное преимущество. Затем ее начали применять и в пехоте, особенно там, где плотный фронт уже не был единственным сценарием боя. Это не было признанием слабости Гладиуса, это было признанием изменившейся среды. Если пространство перестает сжиматься до полуметра, инструмент должен соответствовать новой дистанции. Итак, Рим вновь сделал выбор в пользу гибкости. Он не держался за символ, он держался за эффективность. И этот момент стал переломным. Система, некогда основанная на жестком контроле ближнего контакта, начала расширять свои рамки. Но любой отказ от прежнего стандарта – это не просто замена оружия, это изменение всей логики боя. Смена клинка означала больше, чем просто дополнительные сантиметры стали. Она меняла ритм движения, траекторию удара, саму логику взаимодействия в строю. Если раньше легионер работал почти внутри щита, теперь он мог действовать на более широкой дуге. Спата позволяла атаковать раньше, чем противник входил в опасную близость. Она давала преимущество в разорванной линии и в маневре. Там, где строй распадался на группы, более длинный клинок становился естественным продолжением руки. Это был тихий, но принципиальный поворот. Рим, когда-то построивший свою военную машину на контролируемом сжатии дистанции, начал принимать мир, где дистанция постоянно меняется. Теперь нельзя было рассчитывать только на фронтальное давление. Гладиус не исчез мгновенно, он продолжал служить, особенно там, где плотный строй сохранялся. Но постепенно его роль уменьшалась. Он перестал быть стандартом и стал просто вариантом. И именно здесь проявилась настоящая сила Рима. Не в конкретной длине оружия и не в форме клинка. Сила была в готовности пересматривать основы.
если обстоятельства этого требуют. Короткий меч когда-то идеально соответствовал эпохе, но эпоха изменилась, и вместе с ней изменилась сталь в руках легионера. Когда Гладиус окончательно уступил место Спате, это не выглядело как драматический разрыв. Не было торжественного отказа от символа и не было ощущения краха. Просто армия изменила инструмент так же спокойно, как когда-то изменила дистанцию боя. Короткий клинок остался в истории не как лучший меч, а как точное решение для конкретного времени. Он родился из поражения при Кан, окреп внутри щитовой стены и стал частью системы, которая работала безупречно до тех пор, пока условия оставались прежними. Как только среда изменилась, изменилась и сталь. В этом и заключается главный вывод. Рим не побеждал потому, что обладал особым оружием. Он побеждал потому, что умел вовремя признать: идеального оружия не существует. Есть только соответствие между задачей и средством. Щит однажды заставил меч стать коротким. Позже новые угрозы заставили его снова удлиниться. И каждый раз решала не форма клинка, а способность империи адаптироваться быстрее, чем ее противники. Если сегодня мы смотрим на Гладиус как за стеклом музея, мы видим аккуратный компактный меч, но за ним стоит не романтика, а расчет, не легенда, а инженерное мышление. И, возможно, главный вопрос здесь не о Древнем Риме. Если условия вокруг нас меняются, способны ли мы отказаться от своего Гладиуса, даже если когда-то он приносил победу? Спасибо, что досмотрели до конца. Мне правда важно, что вы проводите это время вместе со мной и разбираетесь в теме глубже, чем просто смотря на красивый меч из кино. Если выпуск был полезным и заставил посмотреть на Гладиус под другим углом, поддержите его лайком. Это сильно помогает каналу расти и дает понять, что такой формат интересен зрителям. Подписывайтесь, если хотите больше разборов, без мифов и с живым взглядом на историю. Впереди еще много тем, которые обычно остаются за кадром. И обязательно напишите в комментариях, что, по-вашему, было настоящей силой Рима: оружие, строй или способность меняться. Интересно прочитать ваше мнение и обсудить это вместе. До встречи в следующем видео.